Вот и вышла долгожданная режиссерская версия финала «Боевого континента». Показали столько нового, много вырезанных сцен и исправили некоторые недочеты. Длительность полной версии 120 минут, а это на целых полчаса длиннее предыдущей версии. Добавлено много новых ключевых сюжетов, много волнений и слез. Самым большим преимуществом является то, что анимационная студия оптимизировала и добавила детали, которые были удалены в исходной версии. Эти новые дополнения не только обогащают сюжет, но и дают зрителям более глубокое понимание сюжета, которого не было в оригинальной версии. В этом и суть режиссерской версии. Это то, как задумывалось с самого начала. Но не обошлось и без минусов. Все это мы рассмотрим. Первое, что хочется упомянуть, это встреча Тансана со своим учеником, лекарем с острова Фиолетовой Жемчужины. Цзысян получил тайные техники скрытого оружия и усердно тренировал их. Он так ждал встречи с Тансаном. В новой версии финала Тансан сам появляется на острове и разговаривает с учеником. Он дает ему подарки, в том числе кольцо Сяву, а оно на минуточку красное 100-тысячелетнее. Конечно, в оригинале Тансан посещает Цзысяна на обратном пути с острова Морского Бога, вместе с Сяву и со всеми монстрами Шрека. Но в аниме Тансан разделился с ними и отправился в одиночку сражаться с Тяньжэньсюэ. Но это уже здорово, что мы увидели эту встречу Тансана и лекаря Цзысяна. Это такой трогательный момент. Спустя много лет, уже став богом и достигнув 100-го ранга, Тансан не забыл о своем друге и ученике. Без сомнения, были улучшены спецэффекты боевых сцен, духовные кольца, и им уделили намного больше внимания, чего только стоит 19 колец Тансана и кольца титулованных монстров Шрека. А битву Тансана с Тяньжэньсюэ и вовсе переделали. Ранее оказалось, что чего-то не хватало в боевых сценах. В этой версии есть просто потрясающий момент, когда Бибидун и Тяньжэньсюэ объединяются, чтобы сразиться с Тансаном. Появление огромных фигур, богини-ангела и богини-ракшасы не только усиливает ощущение угнетения, но и закладывает основу для последующего разгрома Тяньжэньсюэ, благодаря чему общий сюжет выглядит более связанным. Здесь также больше сцен с богом Асурой Тансаном, а спецэффекты Тысячерукого Асуры полны устрашения. По сравнению с предыдущей версией, можно четко увидеть властную силу одного против двоих, насколько он превосходит других богов по силе. Из невероятно эпичных новых моментов, монстры Шрека высвобождают свои боевые души на поле битвы. Как же круто смотрятся их кольца, все они стали титулованными, и их трансформации просто невероятны. А Оскар позаимствовал силу титулованного Чэнь-Синя и также призвал дух Меча Семи Убийств. И как же могло обойтись без Танхао? Он властно взрывает 9 колец, чтобы отомстить за своего сына. Глядя на смертельно раненого сына, Танхао тут же пришел в ярость и изо всех сил взорвал все 9 колец, нанеся полный удар по Бибидун. Взрыв кольца – это легендарное умение великого молота Сумеру, клана Чистого Неба. Все 9 колец Танхао мгновенно раскололись на части. На самом деле это был очень опасный шаг, но Танхао, потерявший любимого сына, уже был охвачен гневом и больше не мог заботиться ни о чем другом. Также больше внимания уделили Бибидун. Ее поступки и мотивации лучше раскрыли. Первоначально в финале Бибидун казалась просто обыкновенным злодеем, но на этот раз в отредактированной версии зрители могут глубже прочувствовать сложности истории этого персонажа. В самом конце, когда Тансан уже победил, добавили тот самый разговор Сиагана и Бибидун, когда она призналась во всем и рассказала всю правду о своем прошлом. Только сейчас великий мастер понял нелегкую судьбу Бибидун, ведь раньше он любил ее. Перед смертью Бибидун сказала Тяньжэньсюэ отпустить свою ненависть и жить для себя. Раскрылись истинные чувства Бибидун к Сиагану. Она рассказала о прошлом, на которое она не могла оглянуться, и была опозорена ее учителем Тянь Цюньцзы. Это не только развязало узел в сердце великого мастера, но и позволило Тяньжэньсюэ понять правду. Она наконец назвала Бибидун «мама», и во всем этом не было никакого сожаления. Этот захватывающий сюжет на самом деле обогащает личности и характеры главного злодея Боевого континента. Конечно, это далеко не все новые моменты режиссерской версии финала. В одном видео даже все не упомянуть. Напишите в комментариях, какие обновленные сцены вам понравились больше всего. Например, еще внесли изменения в объединенную атаку титулованного меча и кости, а их смерть вызвала настоящую скорбь у Нин Ранрон и Нин Фэнджи, а также добавили несколько забавных моментов, связанных со свадьбой в финале. В целом, впечатления от восстановленной версии положительные. Очень приятно, что создатели не проигнорировали мнение зрителей и выпустили такой финал. Он явно намного лучше ранней версии, хотя и не повторяет оригинал на 100%. Вот если бы Дугобо выжил, это было бы идеально, но, к сожалению, он все-таки погиб, пожертвовав собой. Возникает вопрос, где посмотреть и выйдет ли на русском этот ремейк финала. Пока он есть только на китайском, и если вы не хотите ждать, можно смотреть и так. Но очень скоро его переведут и озвучат. Даже Антон Шанто написал, что возьмется за озвучку, и возможно в течение недели все будет готово.
Итак, режиссерская версия финала многое прояснила и поставила на свои места. Когда мы будем пересматривать боевой континент сначала, то теперь только этот финал достоин просмотра. Пусть он и не идеальный, но лучше, чем прошлой версии. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой режиссерской версии финала. Подписывайтесь на канал и всем пока.